Привет, Арми. Есть воспоминания, которые не исчезают, сколько бы времени ни прошло. Они не кричат, они не требуют внимания. Они просто существуют, тихо, терпеливо. И когда они возвращаются, сердце сразу понимает, что они не просто часть прошлого, они все еще живы. Сегодня Тэхьон тихо открыл старую дверь. Без шума и объяснений он поделился фотографиями и видео из эпохи фан-кафе, эпохи давно ушедшей, но глубоко укоренившейся. Один момент, один поворотный пункт, одно воспоминание, которое изменило все. Привет всем! Мы наконец-то дебютировали с I Need You. Наш первый этап вот-вот начнется. Пожалуйста, осыпьте нас любовью. Слова звучали легко, почти невинно, но под ними скрывалась тяжесть, которую мало кто мог по-настоящему понять. Годы борьбы, хрупкая надежда, бесконечная неопределенность и мечта, которая когда-то казалась слишком большой, чтобы ее осуществить. I Need You никогда не была просто песней. Это было начало всего. Момент, когда BTS перестали просто выживать, и их стали замечать. До признания, до того, как они оказались в центре внимания, до того, как мир узнал их имена. И во всех этих воспоминаниях всегда рядом стояли два имени – Тэхьон и Чонгук. Тогда Тэхьон скрывал свою тревогу за мягкой улыбкой. Он легко смеялся, но в его сердце роились вопросы, на которые он еще не знал, как ответить. Чонгук, младший, но уверенный в себе, тихо стоял рядом с ним. Никогда не шумел, никогда не требовал внимания, просто присутствовал. Они были еще так молоды, все еще учились преодолевать страх, все еще не были уверены, будет ли завтра добрее, чем сегодня. Перед выходом на сцену, которая казалась им слишком большой для их возраста, они часто искали друг друга взглядом. Взгляд – молчаливое подтверждение. Напоминание о том, что они не одни. Каждый шаг их дебюта казался риском, и каждую ночь они встречали его вместе. Сегодня, вспоминая те моменты, Тэхьон не без причины. Это не просто ностальгия, это тоска. Тоска по времени, когда ничто не было идеальным, но все казалось искренним. Тоска по тем дням, когда Чонгук был не просто членом группы, а другом, разделявшим те же страхи, те же надежды и то же неопределенное будущее. Потому что каждый раз, когда Тэхьон оглядывается, Чонгук всегда рядом. За камерой, у сцены, в тихом смехе, никогда не запечатленном на экране. Даже сейчас, стоя на вершине мира, Тэхьон все еще предпочитает возвращаться к самому началу, к месту, где все началось, к тишине борьбы, где мечты были хрупкими, но реальными. Этот пост не пустая ностальгия, это напоминание. Напоминание о том, что до блеска, до аплодисментов, до того, как мир их чествовал, было два молодых человека, которые поддерживали друг друга без слов. И, возможно, именно поэтому эти воспоминания такие яркие, потому что связь, зародившаяся в самом начале, никогда по-настоящему не угасает. Эта история не заканчивается песней I Need You. После этого момента время для них не шло по прямой линии. Оно извивалось, оно поворачивалось. Были взлеты, которые казались нереальными, и падения, которые казались невыносимыми. Бывали дни, когда Тэхьону приходилось улыбаться, даже когда его сердце было полно вопросов, которые он не мог высказать. Ночи, когда Чонгук нес на себе ответственность, намного тяжелее, чем кто-либо в его возрасте. Но, несмотря на все это, одно оставалось неизменным. Они всегда находили друг друга. В тишине, во привычках слишком незначительных, чтобы их заметить, в присутствии, которое никогда не нуждалось в объяснении. Тэхьон помнит свой дебют не только из-за успеха песни. Он помнит его из-за людей, которые были рядом с ним тогда, которые разделяли его предсценическое волнение, которые радовались малейшему прогрессу, как будто это была великая победа. Чонгук всегда был рядом. Возможно, именно поэтому этот пост кажется таким личным, потому что речь идет не просто о первом выступлении, речь идет об их первом совместном опыте, двух молодых людях, которые учатся верить в одну и ту же мечту. Связь, зародившаяся еще до того, как весь мир стал наблюдать. Сегодня, когда Тэхьон вновь открывает эти архивы воспоминаний, он не оглядывается назад с сожалением, он оглядывается назад с благодарностью. Благодарностью за то, что они выдержали все это. Благодарностью за то, что они не шли в одиночестве.
благодарностью за то, что в те хрупкие времена рядом с ним был Чонгук. И, возможно, это самое тихое послание этого поста. Не заходите слишком далеко. Есть одна отправная точка, которую они всегда будут нести с собой. Одна песня, одна эпоха, одна связь. I Need You принадлежит не только прошлому, она живет в каждом их сегодняшнем шаге. Пока Тэхён помнит, и пока Чонгук продолжает идти рядом с ним, эта история будет продолжаться спокойно, глубоко и правдиво. Потому что их связь зародилась не под яркими огнями, она зародилась благодаря времени, проведенному вместе. Если эта история трогает вас, если вы верите в связи, которые начинаются в самые скромные моменты, оставайтесь здесь, эта история не закончена. В конце концов, мы приходим к тихому, но глубокому пониманию. Тэхён не просто делится старыми архивами, он останавливает время. Он возвращает нас к самым хрупким, но самым честным моментам их пути. Эра I Need You была время, когда мечты еще не оформились, когда страх и надежда сосуществовали бок о бок. И в этой неопределенности Тэхён и Чонгук нашли друг в друге дом. Не благодаря громким обещаниям, не благодаря драматическим словам, а благодаря постоянству. Долгие дни репетиций, нервы перед дебютом, изнеможение, которое понимали только они двое. Этот пост напоминает нам, что связи, зародившиеся с самого начала, не ослабевают со временем. Они становятся крепче, потому что строятся не только на воспоминаниях, но и на процессе совместного роста. Сегодня мир видит в них суперзвезд. Но Тэхён предпочитает помнить те дни, когда все было неопределенно. И в этих воспоминаниях Чонгук всегда рядом, не как тень, а как неотъемлемая часть истории. Вот почему этот пост так глубоко отзывается. Потому что Тэхён не кричал, он шептал. Иногда даже шепот способен потрясти сердце любого, кто по-настоящему понимает этот путь. Тэхён учит нас, что самые крепкие связи часто формируются в тишине, без громких обещаний, без преувеличенных признаний, просто постоянное присутствие. Пока эти воспоминания сохраняются, пока прошлое не забыто, и пока их шаги остаются синхронными, эта история будет продолжаться, без необходимости пересказывать ее. Спасибо, что досмотрели до конца, потому что, сделав это, вы не просто слушали, вы чувствовали это. Если какой-то момент согрел ваше сердце, если какое-то воспоминание пробудило что-то внутри вас, это доказательство того, что эта история жива. Оставьте комментарий, потому что каждое ваше чувство становится частью этого пути. Поставьте лайк этому видео, если вы верите, что не все связи временны. Некоторые отношения проверяются временем, расстоянием и переменами, и благодаря этому они только крепнут. Подпишитесь на этот канал, чтобы продолжать следить за историей Тэхёна и Чонгука. История, не всегда рассказанная в ярких красках, не всегда провозглашенная громкими словами, но всегда ощущаемая в тишине и хранимая в сердце. Потому что начало — это не то, что нужно оставлять позади, это фундамент. И пока эта память остается, эта история никогда по-настоящему не закончится. Она просто продолжится, тихо, глубоко и верно, так же, как и началась.